Всем привет, с вами Univase и добро пожаловать в Полог. Это мой недообзор этого городка, в котором я не смотрю описания семей и не читаю их биографии и все такое, а просто пытаюсь поиграть за этих персонажей и посмотреть, как они развиваются, какой у них есть потенциал. Первая семья уже была в предыдущем видео, а в этом видео я хочу поиграть за Закруткиных, семью Закруткиных. И давайте начнем. Особенность этого городка в том, что здесь такой СНГшный вайб, и поэтому увидим множество знакомых нам построек по типу панелек и прочее. Эта семья живет вот в такой панельке по соседству с семьей Братбек, за которую я уже поиграл в прошлый раз. И также хочу попробовать отыграть одну неделю за эту семью и что-нибудь интересное с ними поделать. Предыстория этой семьи да более проста. Жила-была семья, мать, двое детей, отец, и потом через какое-то время отец уходит из семьи, видимо, заводит себе любовницу, и все, исчезает. Мать скатывается в депрессию, а старший сын тащит на себя всю семью. И вот мы сегодня попробуем за них поиграть, также, чтобы жизнь медом не казалась, я накатил модов от Lamar на электричество, чтобы это был щиток, и на стирку. Посмотрим, как быстро они засрут эту квартиру. Вот в предыдущем видео еще, кстати, я говорил о том, что здесь нету кровати. Вот она появилась, как и многие объекты. Еще меня интересует вот это, как было сделано, потому что это, конечно, отвал всего. Очень интересно. Марина здесь, судя по всему, в депрессии. И она с трудом работает, с трудом все делает. Кстати, работает она судомойкой, а Денис работает разносчиком воды. Здравствуйте, мистер Хамбл. Но нам ваши ноутбуки не нужны. Интересно, а где он его оставил, кстати? О, кстати, Марина хочет заключить брак. Это можно закрепить. Я думаю, что она пойдет поспит, пока дети будут развлекаться. Да, идем, наверное, выгулим собаку с утра. Ну, или нет. Мать должна сходить. Ладно. А у нас сонное царство. Честно сказать, я даже не удивлен, что в Пологе все как обычно, идет дождь. И почему-то зима у меня отображается именно в таком виде, что очень странно. Потому что как будто бы уже должен быть снег. Думает сама о себе. Я думаю, что это так типично вообще, когда у тебя депрессия, то что тяжело встать с кровати и сон в дневное время, поэтому неудивительно, что она сейчас отсыпается. Тем более, что еще и сегодня на работу. Она не идет на работу. Собака улеглась на кровати. Класс. Тебе нормально, да? Доброе утро. Для пущего антуража добавлю еще всяких деталей кожи. Вот, теперь видно, что она в депрессии. Он теперь такой забавный. Ты, может, дойдешь и выпустишь всех моих детей? О, он сам пошел. Никакого распорядка дня у этой семьи, конечно. Собака не гулина до сих пор. Но я думаю, так как Денис уехал на работу, то у нее сейчас должно быть занятие вообще-то. Поэтому, дорогая, идем. Мать, идем ей скажем, чтобы она шла на занятия. Хоть там плескаться. Да я знаю, что тебе не хочется, но а что поделать? Она сегодня явно не хочет. Давай ее увещевать.
Не будем пока что наказывать. Вот сейчас пойдешь и будешь играть на пианино, будет весело, все. Иди, давай. Не надо тут истерику устраивать мне. Она вообще не хочет. Ты чё? Ну, такая мать это. Она, мне кажется, скорее рукой махнет. Вот интересно, а где у этой семьи телефон? Вот он, вот он. Сейчас пойдем на детскую площадку без всех гулять. Вода, аква, вассер, H2O. Важнейшее вещество для жизни. Представляете, каким важным делом занимается Денис? Игроки хотят пить, и Денис носится как угорелый из раздевалки на поле и обратно. В одну из таких пробежек Денис замечает странную сценку. Игрок из команды противника дерется с талисманом стадиона, разнять дерущихся или продолжит поить команду. Я думаю, он прекратит драку. Скорее вяжется у нее. Денис вспоминает несколько приемчиков из карате и бесстрашно бросается в бой. Денис героически спасает беззащитный талисман из лап воинственного противника и кладет игрока на лопатки. Талисман возит в больницу, и он быстро поправляется. Денис завоевывает уважение своей команды и получает 1 балл культуры тела за отвагу. Отлично. Боже мой, бедная женщина. Меня, правда, бесит то, что в моде на путешествие детей в одиночку нельзя ходить пешком, но, возможно, у меня просто старая версия. О, ваши соседи, поздоровайся. Скажи, а где Тимур? Почему его здесь нету? Я думаю, то, что можно потусить. Как раз ей не хватает досуга после школы. Ну, правильно, под дождем в грязные лужи. Антонина пришла. Я от тебя такого не ожидал. Лола. Забавно. Все, хватит здесь играть. И этот развлекается. Веселье. Я думаю, что тут Галина пришла опять сейчас будет ругаться на своих соседей любимых. Она же такая типа: а что ты тут делаешь одна? А где твои родственники? Ну, бедный уже спать хочет. Все, пошли домой тогда. О боже мой. Мать успела спалить что-то. Все бежим в вошедший дом. О, здравствуйте. Все выбежали, просто все. Собака, беги, беги, сейчас сгоришь. О боже, Галина, все. Она настроена серьезно. Капец. И ушла. Конечно, разозлились. То, что спалили, и все выбежали на улицу. Собачка бедная писалась тут от страха. Ну давай-то отругаем ее за то, что он тут. Нельзя писать. Не писай. Иди забери свою еду несчастную. О, она хочет узнать об успехах, Денис. Прикольно. Мило. И все, ящик закрылся, кстати. Блин. Все сейчас будут кушать. С возвращением, дорогой. Тебя там ждут лужи. Иди вытирай. Раз уж пришел. И он хочет выучить команды, да, и лапу и место. О, дополнительное стремление, кстати, есть к популярности. У тебя? У тебя никакого. И Настя тоже хочет получить 5. Какие у него желания. Я думаю, даже первым делом он со своей зарплаты может купить КПК. Или телефон. Час ночи. Дети уже вскочили. А мать все еще спит. Ну, типичная ситуация. У них как раз что-то произошло с электричеством. Ну-ка посмотрим. Наверное, пробки выбило из-за грома и молнии.
Посмотрим, посмотрим. Денис видит то, что выключатель выключен, но причина не очевидна. О, все, заработало. Господи, несчастный просто. Мне кажется, у Арсении не было таких проблем с досугом, как у них у двоих. Собака села смотреть телевизор. Нормально. Во-во, видите? У телевизора помехи. Интересно, это из-за мода? Но он прямо недоволен. И она тоже. Все, выключили. За милую душу вот так вот ночью телевизор смотреть. Особенно, когда там ужастики показывают. О нет, она опять описалась, блин. Капец. Но я думаю, тоже Денис сейчас захочет перед школой сбегать на рынок и даже прикупить КПК. Кстати, реабилитируя этот кусочек, все-таки крыша тут есть. Сори. Давай быстрее побежим, купим. И нужно бежать уже в школу. Пока дети в школу, мать, давай с собакой погуляем. Хотя бы чуть-чуть. Блин, собачина не хочет. Догрызем тогда сухарик от сына. Кстати, она не то чтобы неряха, но при этом автономно сама ничего не убирает. Я думаю, что мы возьмем ей этот перк. И, наверное, понижение потребностей общения и комфорта. И душ, и туалет. А потом подумаю, нужно ли ей уметь делать уху. Класс. Собаки поесть. Извините, я их переложу. Это нормально? Прикольно, какой-то новый друган. А кто это? Никита Борисов. То есть, я помимо Арсения все-таки еще кто-то был. О, блин. Он не может, то есть, оставить ее одну? Я думаю, что нужно идти к соседям звать. Просить. Давай попробуем попросить Братбек. Я помню то, что можно было как-то просить стать няней соседей. У них пианино пропал, класс. Так, но мы тогда попросим через мод просто побыть няней. Давай, Арсения. Так, а ты беги на работу. В смысле ты не можешь? Ура, он пошел на работу. Так, Арсений, стоять. Иди сюда. Все, ты будешь присматривать за бедной Настей. Ну, она вроде согласна. Ладно. Споткнулся батарею. Но я думаю, что он как в своей группе, где обучает детей, будет сейчас присматривать за Настей, как она занимается. Потому что что он еще может делать? Приближается день местного кинофестиваля, а Денис не успевает собрать никого для групповой заявки на билеты. Что делать? Повесить сообщение на доску объявлений, как в холле, или поговорить с каждым сотрудником индивидуально? Как поступит Денис? Я думаю, что он обойдет всех сотрудников.
Любую информацию лучше подавать лично. Денис методично обходит кабинет офиса, интересно какого, рассказывая о фестивале и отвечая на вопросы. Получив несколько отказов, Денис уходит на обед. Вернувшись с досады, узнает, что несколько коллег сговорились пойти на фестиваль вместе. Денис вкладывает приличную сумму на покупку индивидуального билета. Вот собаки такие. Но она вообще голодненькая. Я думаю, что Антонина может приготовить еды. А, бедняжка. Даже не может закончить. Ну иди в туалет быстрее. И поешь. Что ей не понравилось готовить? Вообще для Насти Антонина как вторая бабушка, я думаю. Потому что ей вряд ли мать вот так вот готовит еду. Да и Денис тоже. Они, скорее всего, вообще все по раздельности едят. О, Денис вернулся, класс. Ты ждешь, что вся Настя придет. Давай идем просто ему денег отдадим. Все, наелась, больше не хочет. Господи, Сима, не бесите меня, умоляю. О нет, она вырубилась. Давай скажем привет своей сестре. Скажи привет. И нужно сказать Арсению еще спасибо. Вот и он ему сейчас даст денег наконец-то. Все, рассчитались. Но я думаю, что пока мать на работе, то в целом он может успеть сбегать и в компьютерный клуб еще перед сном. Я думаю, что он встретится с своим друганом Никитой. О боже. И предложит ему тусануть в клубе. В плане в компьютерном клубе. Но первым делом потрендим с продавцом, потому что что еще делать? И пойдем играть. Они тут пока что одни в клубе, правда? А? Сюда Арсений еще пришел. Забавно. И Лола. Она такая, ну нафиг, пойду отсюда. Думала, что здесь одна будешь гамать, а нет. Но я думаю, что можно его тоже поприветствовать, в компанию добавить. Скажи привет, Арсений, как так тебя бабушка отпустила? Hello. Хочешь присоединиться к нам на время? Но я думаю, пока они здесь гамают, то можно сходить наверх, взять чипсы. А, здесь только это? Ну ладно. Давай колу. Хотя вот нам в таких компьютерных клубах запрещали вообще брать еду и напитки. Типа, нет, конечно, можно было пройти, но говорили то, что это руки с клавиатуры убрать. А чё вот сразу здесь сел? Интересно, конечно. Тут внизу вообще все собрались абсолютно. Капец какой-то. Но я думаю, что уже поздно. Скажи типа пока, чуваки. И все, пора домой. Все, всем пока. Я считаю, мы знаем толк в развлечениях. Было круто. За эту семью, конечно, подушнее играть, потому что они все постоянно работают, они заняты. Ребенка нельзя дома оставить. В общем, у них толком даже нету времени, чтобы пожить свою симовскую жизнь. И все постоянно приходят уставшие, голодные, сонные с учебы и работы. Какой-то капец. Чистый режим выживания. Ну идем хоть сейчас на прогулку сходишь. Я надеюсь, что ты не будешь морозиться. Вообще, я еще не знаю, насколько Марина способна выйти из депрессии. Ну, в плане... готова ли она двигаться уже после расставания с мужем? Или она чисто все так же будет в лежащем состоянии все это время? Вот тут непонятно. Потому что, конечно, можно было бы сходить в парикмахерскую Светланы, изменить ей внешний вид, она там еще хочет целоваться, сходить на свидание, вот это все. Но она в таком заебе, то что и сама как-то не делает каких-то шагов для того, чтобы выйти вот из этого состояния.
Поэтому я чисто не вижу, чтобы она стала как-то ходить на свидание и все прочее. Только если чисто к ней какие-то шары будут подкатывать, но для этого нужно с ней в бар куда-нибудь сходить. Можем постирать вещи. Давай постираем шматье. О, прикольно. Вообще, я думал прачечную построить. У меня что-то нету места в этой квартире, чтобы куда-то впихнуть еще стиралку. Но она прекрасно может и в раковине быть. Так что отлично. Вопрос, когда пойдет снег, кстати говоря? А то эти бесконечные дожди, как будто они в субтропиках живут, а не в заснеженном городке. Увидела Галину в окно и пошла тыкать ее пальцем. Нормально вообще? Педалага. Кошмар. Посмотрите просто в это лицо. Ну вы еще это, отыграетесь. На всех. Ну, дорогая, придется немножко убраться, а то мы так и не сможем хлопья приготовить. Только дети, пока ты тут это готовишь, уже собрались в школу уходить. Твое лицо, когда я не успела приготовить. Все ушли. А ты тут как тут. Ладно. Я думаю, где она может работать. И Марина, скорее всего, работает в пельменной, что ли. Господи, что у тебя с глазами? Либо в пельменной, либо в этом ресторане. Одно из двух. Нужно будет посмотреть. Просто если пельменная в СНТ, то он явно то есть не будет. Поэтому можно попробовать отыграть. Через 2 дня еще, кстати, у Насти день рождения. Думаю, что они поедут к дедушке с бабушкой и там будут праздновать, потому что семейный праздник. Чего сидеть тут? Вау, в первый раз вижу, что в соседи пришли, прикольно. Здравствуйте, позвать. Что вы хотите? Настя-то у нас в школе? И тем более за занятия, вообще-то, мы вам уже заплатили, поэтому... Но добро пожаловать. Поговорив с учителем о дополнительном списке литературы, Денис слышит презрительные высказывания одноклассника о том, что книги — это полная чушь. Это Гриш, наверное. Одноклассник считает, что главное в жизни — это фильмы. Будет ли Денис доказывать свою правоту или согласиться, чтобы не связываться с задирой? Ну, так как у Дениса там терки с Гришей за эту влюбленность, то я думаю, что он будет доказывать свою правоту вот так вот. Денис начинает объяснять, что литература — величайшее сокровище. А, конечно, для него. Для любого образованного человека. Я понимаю, если бы Арсений так еще сказал. Одноклассник начинает хохотать, а потом надменно наступает оратору на ногу. Нога болит, и Денис отправляется домой еще до конца уроков. Увы, от этого снижается интерес к кино и литературе. Ну и как бы что, и ладно. Еще один сосед пожаловал, вам что нужно? Здравствуйте. Вы вообще знакомы, кстати? Они вроде даже не знакомы, он с 4-го этажа или с какого-то, с 3-го. Чего пришел, непонятно. Что ему нужно? Еще один. У нас сегодня что? Вы к нам все зачем вот решили прийти? Посмотреть на то, как мы живем или как? Может, они все пришли посидеть с Настей? Я вот так думаю. То она на работу уходит. Но я что-то не очень верю, то, что у нас такие добрые соседи. Ну, типа, Антонина окей. Но вот эти вот все, которые... Гурам особенно... Ой, пришел Тимур. Привет. Ты как сюда зашел? Еще она пришла. Так, что, я думаю, сюда пришла Антонина и вообще все остальные. Мне кажется, она сюда пришла помочь всем. И это там злиться. Подговорила соседей. И, может быть, они все помогут сейчас прибраться. Взяла и зашла бабка. Ты чё, старая? Хоть болтать? Давайте убирать все. Ого, началось в колхозе утро. Я предлагаю выгнать тех, кто тут филонит, честно сказать. Что это такое за безобразие тут, а? Устроили мне. Ты вообще должна ходить помогать. Все, хватит. Это вместо того, чтобы выбираться, тут сел играть Sims. Не осуждаю. Но я думаю, что нам нужно прибраться к приходу матери.
Скажи-ка этому Тимуру то, что нужно соседям помогать. У него тут мама еще пришла, но мы ее пригнали, потому что она тоже телевизор смотрела, и тебя прогоним, если так будешь делать. Безобразник. Ты что такая недовольна до сих пор? Но в целом они так более или менее убрались. Скажем всем спасибо. И встретимся с вами потом. У Марины там какие-то неполадки. Все как всегда. Унылый вечер, Марина по локоть в раковине с грязной посудой, вся в пене, но осталось всего ничего, и вот она почти закончила работу. Откуда ни возьмись, в кухню врывается шеф-месье Le Fromage, размахивая руками, словно Омар при смерти. «О, mon Dieu!» — взывает Le Fromage. Пришел критик, а все уже разбежались по домам. Помогите, сильвупле. Ну что, уверена ли Марина, что не спалит кухню, или все-таки она решит домыть посуду? По-моему, она будет мыть посуду все-таки. Марина не слишком уверена в своих силах. Да и последняя стопка тарелок пахнет на редкость отвратительно. Только Марина домывает последнюю тарелку, как снова вырывается Лефармаж. Критик оказался санинспектором. Марина судорожно давит тараканов и расчищает последние завалы в раковине, прежде чем устроить инспектору небольшую экскурсию по кухне. Если бы инспектор увидел все это безобразие, ресторан бы наверняка закрыли. Менеджер в порыве благодарности выплачивает ловкой судомойке премию в 150 миллионов. Ну, очень неплохо. Блин, здесь, к сожалению, такая ванная, что собаку нельзя выкупать. Сейчас посмотрим, может попробовать передвинуть. А так можно? А так он теперь не может. Патовая ситуация. Марина прибыла на работу. Она здесь работает официанткой и мойщицей. И у нее сегодня много задач. Я подумал, что она, скорее всего, будет работать в ресторане Прага и обслуживать посетителей. И ее босс — это Борис Малинов. Вообще, сегодня предстоит отмыть всю кухню и еще много чего сделать. Вообще, Марина здесь ненавидит все, от того, как шеф заставляет ее одеваться, до обязанностей, которые здесь ей нужно выполнять. Потому что это за дебильная униформа какой-то официантки, которую можно лапать за задницу? Странная прическа с укладкой. И одновременно куча тяжелой и низкооплачиваемой работы. Но приходится крутиться как возможно, чтобы зарабатывать деньги. Когда приходят посетители, они тут отмывают всю кухню, потому что это какой-то кошмар. Боже мой, внезапно посреди рабочего дня еще и главный шеф-повар уволился. Боже. Что ты теперь будешь делать? Скажи мне, пожалуйста. В общем, Марина здесь и женец, и швец, и туде, и грец, и все на свете делает, и убирает, и заказы приносит, и чуть ли не работает за кухней. Пришлось поставить сейчас брата-близнеца этого повара, который работал барменом. Интересно, что из этого получится. А ну, честно говоря, этого стоило ожидать. Да. Видимо, придется извиняться перед ним.
Интересно, где, кстати, главный дружочек Малинова? Я, конечно, имею в виду Рогозина, потому что он главный посетитель всего этого праздника жизни. Начинает вечереть, наконец-то пришла главная сотрудница этого места. Марина это все просто ненавидит. И пение Татьяны каждый день с одним и тем же репертуаром. И этот ужасный свет, и этот безвкусный интерьер. Она чувствует себя уставшей и разбитой. Тебя с собой увести под густым туманом, на байке тебя прокачу, уговаривать не стану, я не пропаду, я не останусь один. Ну, сори. Со мной малыш Джимми, я не останусь один. Со мной малыш Джимми, я не останусь один. Соло. О нет. Посудомоечные машины сломались. Непонятно, как так они им пользовались. Но теперь придется убираться руками и мыть всю посуду. Да-да. Такое абсолютно безразличное и нисходительное это, да? Интересно, что она ему принесла? Водички попить? Судорожно отмываем последние лужи и ждем мать. Дорвалась-таки до туалета, да чтоб тебя. Я думаю, что он еще как хороший брат может сделать ужин. А вот и она, кстати говоря. С возвращением. О, ей дали повышение, кстати, прикольно. Но мне кажется, что Марина, если честно, не то чтобы обратить внимание на то, что что-то изменилось в доме, что типа стало чисто, то, что ей тут сын готовит еду. А он думал, что они поужинают вместе, как обычная семья. Но нет, она просто придет, ляжет спать. Тем более понимаю, что она слишком устала после сегодняшнего дня. Zuvga, Mishuvlakinado, Makozivi, Anatork. Bilbastado, no buzinika, no bahi Rida, so woofa. Mafulikiv. 아지가 아? 또 걸리도 아지 저. Kikago po dyan! Hugula! Skuska! Shabu! Tumba! Skuska! Lachona. Jaguzdinak! Hagor.
Ой, так милая. Он хочет сделать подарок, я думаю, что это своей сестре на день рождения. Ну и Денис прибыл в гаражи для одной очень важной вещи. Он хочет отомстить своему обидчику Грише за то, что тот увел типа его девушку. И на его гараже поэтому сейчас разрисуют всякие каляки-маляки. Интересно, какие темные делишки тут у Лолы ночью? Это, конечно, забавно. О, еще один. Здравствуйте, а вы тут что читаете? Отличное место для чтения, скажу прямо. Но главное, чтобы никто не запалил. И надеюсь, что он успеет к утру. Смотри, вообще что-то напишешь еще тут. Кого я вижу? Сегодня прям тусня. А ты здесь какими судьбами? Нет, ну ты ладно. Но ты как сюда пришел? Вот они, две подружки вместе. В Гришном гараже, между прочим, сидят. Читают. Пока тут происходит вот такое за стеной. Уже 4 часов утра. Он почти дорисовал. И сейчас уже вообще пора давно уже отправляться домой. Потому что утром в школу. Нет, что-то еще дорисовывает все-таки. Здесь тусня вокруг этого. Ура, наконец-то он закончил. Оскорбительные баллады начались. Меня больше всего интересует, а чем здесь занимается Арсений? Как бы извините. Такой хороший мальчик, я не могу. Йоу, ну самый крутой. Жалко то, что он сейчас селфи не может сделать. Но он вполне себе может сфотографировать на память свое граффити. Как доказательство. Ну-ка. Все, и быстренько теперь сваливаем домой. А вот между прочим, если бы его дружбан пошел, он бы мог сфоткать его на фоне этого граффити. Но нет, отказал ведь. А вот нужно было звать Арсения. Он сам потому что пришел. То, что он мусор выкидывал, это, конечно, да. Это такая маленькая Золушка. Или эльфы домовые. Но главное, что в итоге Гриша не пришел. И никого не спалил. Вот ему, конечно, удивление будет. Я, честно, не понимаю эту погоду. Потому что вот только-только, значит, выпал снег. И уже опять идет дождь. Ну, это, конечно, что-то с чем-то. Что за куст? Почему одни люпины вот такие, а вторые превратились в листочки? Непонятно. Одна собака бдит. Просыпайтесь за Соня. Вам сейчас в школу пора. Все в школу, все в школу. Это что за наряд такой? Меня очень удивляют эти неписи. Ну вот мы прибыли опять в школу. Я вообще подумал то, что это с моей стороны была ошибкой делать ее типа сельской. Потому что мне кажется, что здесь должна быть стандартная школа по типу формы Т или Н, не знаю. Ну, у нас, как всегда, будни. Ох ты гадина, такая, конечно. Ни одна она над ним издевается. О нет, но это должно было случиться. Сегодня он еще и заплакал.
Ты чё ему там такого сказала? Вообще, сегодня Григорий вообще не в духе, потому что он будет на всех ругаться и говорить, типа, кто-то разрисовал мой гараж. Мне кажется, то, что это будет примерно так. Естественно, он подумает на Лолу. О, стали лучшими друзьями. Я даже не знаю, будет ли Денис рассказывать своему дружку о том, что было. Но мне кажется, что из-за того, что он его кинул, то не будет. И, по сути, никто у них не узнает в школе, кто это сделал. Че, первая пятерка в твоей жизни? А он даже 5 с плюсом получил. Ну, молодец. И тут, значит, пришла беда, откуда не ждали. Собака съела домашнюю работу. О боже мой. Бедолага не дошел до кровати. Все, мать отправляется на работу. Идите спать. Ну а на выходных, я думаю, что они как раз поедут к бабушке с дедушкой. И... О, она сгрызла все-таки. Даже не знаю, похвалить тебя или поругать. И мне кажется, что они как раз будут Настин день рождения там праздновать. Чисто классное время на выходные. И я думаю, то, что Денис может, например, взять какой-нибудь отгул в субботу, потому что он работает. И то он может поработать, а потом типа приехать. Уже очень поздно Марина все дежурит в окошке раздачи. Максимум ответственности, минимум прибыли. Вдруг размеренный ход ночи нарушает местная золотая молодежь. Во главе с Шанди Махноногом. Нифига себе. Марина узнает их по недостойным словам из динамика. От коллег Марина слышала, что эти товарищи обычно берут заказ и смываются, не заплатив. Выполнить заказ или побеседовать с ними на их языке. Да она не стала бы ни с кем спорить. Картошечки. Марина прилежно выполняет заказ, хоть и бурчит все время под нос. Скрипя сердце, она передает пакет с гамбургерами Шанди, а тот всучивает ей несколько банкнот и тут же дает по газам. Марин с полегчением сжимает деньги в кулаке и делает глубокий вдох. Надо же, заплатили, но не успел машина скрыться из виду, как Марина понимает, что банкноты это фальшивые. Похоже, за этот месяц Марина досчитала сотни миллионов. Интересно, ее уволят за это? Галин, ты когда-нибудь угомонишься вообще в этом мире? Ладно, уж не буду тебя мучить, иди домой. Бедолага. Все, можно идти спать. Город засыпает, просыпается мафия. Я предлагаю попробовать сделать еще одну вылазку. И куда-нибудь сходить. Кстати, за эту неделю Настя вообще ни разу не ходила на занятия. Это вообще безобразие какое-то. Думаю, что в субботу до поездки к бабушке и дедушке можно так сделать. Кого же он возьмет? Ну, думаю, что давай второй раз попробуем, последний. Отлично, я буду у вас где-то в час ночи. Ну и супер. Вообще, учитывая то, что Денис раздолбай, я думаю, что даже несмотря на то, что он получил там 5 и тут же спустился до 4, он не будет делать какую-то домашку, там все прочее, потому что один раз вот сделал, все, хватит. А вот технику бы хорошо было бы подучить. Но вряд ли он успеет до приезда этого чувака. Да и вообще, кто ночью начнет учить технику? Тем более у Антонины все равно пианино украли.
공공각 지정 버전. 줘봐. 핑핑핑. 나기야. Все, рука устала играть. Ого, нифига себе, чел. Я-то думал, он там на развалюшке прыгает. Наверное, сейчас скажет Насте, типа, «Тссс», и слизнет. Вообще видели когда-нибудь такое? Нелик. Настя, конечно, будет думать, куда это он ушел. Я вообще так подумал, ну куда эти два придурня на таком драндулете могли поехать? И мне кажется, то, что они бы, конечно, отправились... Ну, выбор невелик, но ресторан Прага, либо баня. Но они, наверное, не настолько хорошо знакомы, чтобы ехать еще в сауны. Поэтому я думаю, то, что Никита бы сказал Денису, типа, захвати свой костюм. Переодевайтесь, пожалуйста, ваш официальный наряд. Будьте добры, нам тут лучший столик. Я думаю, план такой. Кондрить девочек. Но я думаю, то, что первым делом можно произнести тост за такой роскошный вечер. Так. Заказываем самое дорогое блюдо, которое у вас есть в меню. Еще раз за чудесный вечер. Я думаю, что они очень много выпили на этом вечере. Наели самых дорогих блюд. И поев, Никита такой: раз, и мне надо в туалет. Типа сейчас вернусь, все нормально. И он больше не вернулся. Пока он тут сидел, менеджер зала что-то заподозрил. Постарайся не засветиться. Давай быстренько отсюда. Типа ничего не происходит, просто вышел покурить. Шутка стара как мир. Наесться дорогой пищи и сбежать не заплатив. Но Денис не сразу понял то, что с ним такое возможно прокатить. Тебе удалось прошмыгнуть мимо менеджера зала. Хорошо, что он не видит дальше своего носа. Отлично. Я думаю, что самое время возвращаться домой. Больше всего, конечно, в этой истории Денис переживал, что его спалят, и это место работы его матери. Тем более он сам слышал, что этим местом владеет какой-то бандит, и там могло быть все что угодно. Поэтому так хорошо, что все хорошо кончается. Интересно, вот она потолстела или она такой была, кстати говоря? Уже завтра дары Насти. И они будут его отмечать. А сегодня как раз после работы поедут туда. О, собака бедная, с тобой погулять нужно. Ой, блин, собачина. Ты что наделала? Тругай ее. Денис тут тоже обнесло угрями. Пипец. Да-да, ты. О, Антонин, здравствуйте. Чего вы жалуетесь? На что?
воняет из вашей квартиры? У меня вопрос, ты как в соседнем подъезде вообще это все учуяло? Я понимаю, если бы там Галина пришла жаловаться, но вот Антонина. А идем, может быть, пока что сходим к нашему дружбану? Еще одна пришла жаловаться. Уходите, тут никого нет дома. Ну, типа. Арсений тут уже вовсю занимается, конечно. Labor Zugast! Мне кажется, то, что их квартира стала как у Сердюковых. Собака тут мусор разбросала. У них дом воняет. Настя, конечно, прям в предвкушении своего дыры. Даже мама ее сегодня радует. Я думаю, то, что им тогда нужно съездить на рынок и подобрать какую-нибудь новую одежду. Я думаю, что за час конкретно мы справимся. А потом уже Марина на работу поедет, а Настя пойдет к бабушке. Сегодня трат, короче, будет предостаточно. Тем более Настя еще мелкая. Я думаю, то, что она будет, ну, типа, такие вещи на приколе выбирать. Ей там сейчас всякие игрушки больше интересны и все прочее. Ты, блин, гад, не трогай собаку, положь на место. Пристрастился уже. Все. Я думаю, то, что около этого зооугла она, конечно, такая будет клянчить маму. Типа, ну давай купим хомяка, ну давай купим рыбок, давай еще одну собачку, попугайчика. Ну куда им там в дом еще кого-то? Но она будет клянчить, потому что день рождения, все такое. Не знаю, решит ли их мать в итоге или нет. Где же они встретили Антонину? Ну и встретившись на рынке, я думаю, то, что она подарит Насте какой-нибудь подарок. Ты что так удивляешься? Ну-ка, что тебе подарили? Раковину. Класс. Все, быстрее нужно идти домой. Они, конечно, уже сильно к вечеру приехали, но зато будет завтрашний день еще. О, нет, блин. Да ёпрасоте. Земляника. Отругай ее, отругай. Плохая собака, плохая. Ну, обними ты деда, что ли. Че стоим, как не родные? Блин, как у них, конечно, вайбово. Я думаю, что мы здесь будем праздновать. Давай приберись по-быстрому. Ну, эти вот маленькие дачные домики, это, конечно, кайф. Давай скажем ему привет. Да, милашкинс. Тоже иди, почеши животик к шарику. Тут хороший шарик, то хороший шарик. Я думаю, то, что бабульчика как раз сейчас будет делать торт. Что, мест нету? Милота. Мне кажется, тут земляники очень нравятся. О, вот и торт готов. Блин, бедный дедушка. Так кашляет. Ну, я думаю, что это она чисто на завтра приготовила, а сейчас им просто показывает. Так-то мы что-нибудь другое будем есть. Вот только у них, конечно, одна кровать, и то есть занята собакой уличной, между прочим. У меня вопрос, где дети будут спать. Я думаю, то, что им бабульчика, дедульчика постелят вместе на одном диванчике, а мама уже приедет завтра.
Господи, дед весь дом разбудил сейчас. Пустите деда, умоляю, пустите деда. О, блин, собака написала. Сейчас дед будет ругаться. То есть дед донес, а собака не донесла. Правильно, правильно, прогоняй его. Да, правильно, иди. Я думаю, то, что он сейчас и на внука пойдет ругаться, то как зови-ка. Ты почему собаку не остановила, а? Chabora. Hikano. И еще и не вытер за ней. Пипец. Посмотрим, что тебе дедус подарил. Спасибо. Дед ей подарил тарелку с едой. О, а Денис ей подарил гриль. Ну а что бабушка? Она, конечно, сейчас поздравлять будет, целовать, обнимать. А бабушка ей подарила тоже тарелку с едой. Я думаю, то, что они немножко поукрашали это место, где проводить день рождения. О, она увлекается природой, класс. И вот так вот будет очень здорово и миленько. А, шарики лопнули, блин. Ну, придется тогда без шариков. А вот и их мама приехала. А вот тебе подарок. Она ей тоже еду подарила. Ладно. Вообще я не знаю, как у нее еще отношения с свекровью. Но типа не вот прям дружеский просто. Ну и вот наконец-то ее день рождения. С днем рождения. Настя, задавай свечи. То мы здесь с ума сейчас сойдем. Ура! Уи! Ну, пускай будет так. Все сейчас будем зажигать бенгальские огни. О, даже ты выздоравливаешь. Молодец. Ну, хоть кто-то в этой семье вырос счастливым. До встречи, детка, это не конец. Ты знаешь, я в делах любовных спец. Детка, это не финал, я еще победу не одержал. Сейчас будем зажигать фейерверки. Уверен я, М? скоро окажусь с тобой. До встречи, детка, я твой ковбой.
Ну и вот так вот, получается, прошла неделя у Закруткиных. Спасибо, что посмотрели. У меня пока что проблемы с каналом. Я не знаю, куда и когда это выложу. Но, тем не менее, мне было приятно. И несколько сложно записывать эту неделю. Ну а на этом пока что все. До новых встреч. Уверен я, скоро окажусь с тобой. До встречи, детка.